Основной особенностью аэропорта станет его кровля. Оценить ее концепт можно будет уже с воздуха на подлете к курорту. На создание уникального силуэта дизайнеров вдохновила птица, парящая над Геленджикской бухтой. Плавные линии подчеркивают идею и придают зданию более мягкие очертания. Площадь нового терминала составит порядка 16 700 квадратных метров. Пропускная способность – 891 пассажир в час и более миллиона пассажиров в год. Окончание строительных работ запланировано в декабре 2021 года. В начале декабря 2018 года выбран проект нового терминала аэропорта Геленджик. Победителем конкурса стало итальянское архитектурное бюро «Фуксас». Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1000 тонн, которая парит всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. Так сложная, живая форма кровли словно повисает в воздухе. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-бальное землетрясение, что накладывает особые требования на ее конструктив. Сталебетонные колонны многократно проверяются при производстве и монтаже. Для воплощения задумки архитекторов было смонтировано более 1500 тонн различных металлоконструкций. Внешние колонны здания имеют 90 различных опорных устройств, которые могут выдержать землетрясение в 8 баллов. Несущие колонны высотой от 11,5 до 19,5 метров, изготовлены из труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 40 мм. Установленные конструкции обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Показатель устойчивости достигается за счет специальных упоров и фиксаторов. Площадь кровли составляет 14 500 квадратных метров. Ее монтаж был произведен в 6 этапов. Основные элементы кровли терминала состоят из более чем 2500 уникальных стальных сфер и почти 12 тысяч стержневых элементов. Аналогов данной конструкции в российских аэропортах на сегодняшний день нет. Сама конструкция кровли считается сложной, здание криволинейно. Его высота колеблется от 9,5 до 23 метров. При проектировании учитывалась ветровая нагрузка, расположение терминала и сейсмика региона. В России при строительстве аэровокзальных комплексов подобные конструкции кровли ранее не использовались, однако в аэропортах других стран их уже применяли не раз. Так, аналогичным образом собиралась кровля аэровокзальных комплексов в Мадриде, Гран-Канарии, Испании и Ереване, Армения. Фасады здания будут состоять из специальных молированных стеклопакетов, а сложный профиль кровли, помимо эффектной формы, будет создавать естественную игру света и тени внутри терминала. Архитектор заложил в здание будущего терминала красивую метафору парящей в небе птицы. Ощущение полета, согласно этому замыслу, должно достигаться благодаря воздушному, невесомому фасаду. И в этом заключается одна из его главных технических особенностей. Фасад полностью выполнен из светопрозрачных элементов и представляет собой единую непрерывную стеклянную ленту, сквозь которую проходят порталы, соединяющие внешнее и внутреннее пространство, а радиусные участки остеклены уникальными молированными, гнутыми, стеклопакетами. Каждый такой стеклопакет имеет свою индивидуальную геометрическую форму.
технология эмалирования никак не сказывается на оптических свойствах материала. Прозрачность стекла не теряется. Общая площадь остекления составит около 5500 квадратных метров и будет состоять почти из 1000 стеклопакетов. Все стекло произведено на российском заводе в подмосковном городе Клин. Разработка опорных устройств колонн производилась исключительно под новый аэровокзальный комплекс. Второй такой системы не существует. Крепления устроены таким образом, что при колебаниях земной поверхности они могут двигаться в горизонтальной плоскости до 250 мм в каждом направлении, принимая все земные толчки на себя и постепенно возвращаясь в исходное положение. Конструкция делает новый терминал аэропорта Геленджик одним из крупнейших сейсмически изолированных сооружений в Краснодарском крае. Система опор является одной из наиболее надежных в мире. Фактически она позволит изолировать кровлю от основного каркаса, сглаживая губительные последствия землетрясения для всех, кто находится в здании. В терминале предусмотрено 13 стоек регистрации и 6 выходов на посадку. Благодаря светопрозрачным витражам здание нового терминала будет энергоэффективным. Экономия электроэнергии будет достигаться путем естественного освещения и установки умных приборов учета. Все это позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сделать обслуживание терминала более экологичным. Кроме того, стеклопакеты обладают высокой степенью защиты от солнца и теплозащитой. То есть летом в терминале будет не жарко, а зимой стекла не будут выпускать тепло из здания. Стоянка на 430 машиномест. Площадь застройки участка нового терминала составляет 1 гектар.